Войдя в аудиторию, Захар сразу же увидел друзей, сидевших на галерке, на самом верху. Перепрыгивая через 2 ступеньки, он быстро поднялся к ним. «Что я вам сейчас расскажу, обалдеете!» – выпалил Захар, чуть отдышавшись. Жорка, Глеб и Полина заинтересованно повернулись к приятелю. Только Алиса недоверчиво посмотрела на него. «Ну, попробуй удиви», – протянула она. «Пришел я вчера к Лешке. Мне программу одну надо было у него скачать. Программа качается, мы сидим, базарим. Вдруг в комнату заглядывает их домработница и говорит, что Лешку отец зовет вниз. Мы спустились, а там такая картина!» «Не тяни, давай ближе к делу», – перебил Захара Жорка. Короче, стоит Лариса, продавщица из магазина, что у них в коттеджном поселке, а рядом с ней ее дочка, Валька, вы ее знаете. И эта Лариса наезжает на родителей Лехи из-за того, что Валька беременна, а виноват в этом их сынок, и требует, чтобы он женился на Валентине. «Вот Лешек попал так попал», – воскликнула Полина. Отец Лешку спрашивает, а тот и говорит: «А почему обязательно я? Мы в сауну всегда большой компанией ходим». Лариса тут вообще взвилась. «Как ты смеешь о моей дочери такое говорить?» Тогда я достал телефон и показал видео, которое в последний раз снял. Там мы все за столом сидим, и Валька, в простыню замотанная, на Вовке Красовском виснет. А потом забежал Юрка, перекинул ее через плечо и в парилку уволок. Лариса, как это увидела, схватила кочергу от камина и давай дочку охаживать, и слова разные неприличные кричать. Валька в двери, мать за ней. Кочергу у нее охранник у ворот отобрал. «И это все?» – протянула Алиса. «Нет». Захар сделал многозначительную паузу. Отец Лешки сказал, что ему эти козлования надоели, и что как только он получит диплом, сразу должен жениться. Лешка ему говорит, что у него невесты нет, а отец ему: «Свадьба 1 июля, нет невесты, найди. Не найдешь, на Ваське дурочке женю». Это он о Василисе, уборщице из Ларисиного магазина. Она действительно немного не в себе, но добрая, всех бездомных котов в поселке кормит. «И что, вы думаете, что Лешкин отец правда так сделает?» – усомнилась Полина. «Не знаю, но вообще его папаша – кремень, сказал, как отрезал. Так что я на месте Лехи рисковать бы не стал и занялся поиском невесты», – закончил свой рассказ Захар. В это время к ним подошел Алексей. «Судя по вашим сочувственным взглядам, Захар вас уже посвятил в мои проблемы. И кто может предложить выход из этой ситуации? Алиса, Полина, может, одна из вас спасет меня? Обещаю, свадьба будет шикарная». Грустно пошутил он. «Нет уж», — отказалась Алиса. «В мои ближайшие планы замужество не входит. Кастрюли, памперсы, квест по поиску грязных носков по квартире — это не для меня». «Спасибо, не хочется», — повторила за подругой Полина, а про себя подумала, что если бы Леша сделал это предложение лично ей и в другой обстановке, она, может быть, и согласилась. Конечно, Полина не была влюблена в Алексея, но он ей нравился. А если добавить сюда крупную фирму его отца, за счет чего сразу бы решилась проблема поиска работы после получения диплома, то Леша был бы неплохим кандидатом в мужья. «Скажите, в сауне мы были все вместе, но почему-то Лариса с Валентиной именно ко мне пришли. С чего бы это? Почему не к Захару?» – спросил Леша. «Потому что у твоего папы дом 3-этажный, а у меня только 2-этажный», – ответил Захар. «И где мне теперь невесту искать? Батя ведь может на принцип пойти». «Не парься», – успокоил приятеля Глеб. «Посмотри, сколько девчонок в аудитории. Половина, конечно, уже замужем или в отношениях, но вторая половина свободны. Выбирай любую». «Ну ты, Глеб, даешь. Любую.
Думаешь, каждая согласится? Возмутилась Алиса. А что, со мной что-то не так? Обиделся Алексей. Все с тобой так, но у девушек тоже есть свои требования к парням. И не факт, что ты будешь этим требованиям соответствовать, объяснила Алиса. У меня идея. Остановил их спор Захар. Пусть сейчас Лёшка выберет любую девушку из аудитории и до 1 июля убедит ее выйти за него замуж. «А если не сможет?» – спросила Полина. «За полгода? Не вопрос», – сказал Алексей. «Любую уговорю. Только я жениться не хочу». «Не хочешь, а придется. Выбирай», – подначивал его Глеб. «Нет, ребята, подождите. Мало ли кого он выберет. Давайте так. Какая девушка сейчас первой войдет в аудиторию, за той Леша и будет ухаживать», – предложила Алиса. «Может, я все-таки сам выберу?» – засомневался он. «Что, слабо?» – спросила Алиса. Алексей на минуту задумался. «А давайте», – принял он вызов. Взгляды всех 5 сошлись на входных дверях. Людка замужем, Серега не в счет, 2 следующие тоже замужем. Вел счет Захар. «Зимина! Анька Зимина!» – воскликнула Алиса, когда в аудиторию вошла невысокая девушка в джинсах и объемном свитере. «Вы что, ребята, лучше Васька, дурочка!» – оторопел Алексей. «Нет уж, Лешенька, вот тебе предмет обожания, Аня Зимина». Ребята веселились до тех пор, пока в аудиторию не вошел преподаватель и началась лекция. Во время перемены они договорились держать все в тайне, а девушкам поручили разузнать об Ане все, что можно. Да, удивительно, но проучившись в параллельных группах 5 лет, они практически ничего не знали об этой девушке, кроме того, что она все до одного экзамена сдавала только на отлично, и что никогда не отказывала в помощи, если у кого-то был затык с курсовой или презентацией к семинару. Близких подруг у Зиминой не было, она общалась со всеми ровно, по барам и клубам не ходила. На следующий день девушки принесли дополнительные сведения. Правда, их было не очень много. Зимина жила с бабушкой, которая работала в областном театре. Кем точно, узнать не удалось. Может, в гардеробе, но одна из девчонок ее группы видела, когда была с родителями в театре, как Анька разговаривала с одной из пожилых женщин, которые перед спектаклем программки продают. «Так она сирота, что ли?» – спросил Захар. «Нет, просто у нее мать уехала в Москву и там работает. А кто у нее отец, не смогла выяснить. Но он все время по стране ездит. Она как-то показывала девчонкам видео, которое он ей из долины гейзеров на Камчатке прислал. А зимой в морозы она носит меховые сапоги, сшитые из оленей шкуры. Отец откуда-то с севера привез. Да еще она где-то подрабатывает. Галка Ионова ее как-то на день рождения пригласила, а Зимина поблагодарила и отказалась. Сказала, что ей еще на работу надо. «А где она работает? Не узнали?» – спросил Глеб. «Нет, но Люда Смирнова ее несколько раз около шоколадницы видела, и Зимина сказала, что с работы идет». «В шоколаднице мы с Полиной часто бываем. Среди официанток ее не видели. Может, она там посуду моет?» – предположила Алиса. «Подведем итог», – сказал Леша. «Родители решили меня женить. Они, наверное, рассчитывают на девушку из приличной семьи, а я приведу им невесту, которая маме точно не понравится. А чему здесь нравится? Родители, скорее всего, разведены. Мать ездит на заработки в Москву. Отец вообще без определенного места жительства. Сама она живет с бабушкой-пенсионеркой, подрабатывает посудомойкой. Пусть попробуют, скажут, что она мне не пара, а я упрусь им назло и буду твердить: люблю Анечку, хочу на ней жениться. Вот тогда и посмотрим, что они будут делать». «А если родители согласятся?» – поинтересовался Захар. «Учти, после шикарной свадьбы
которую твой отец обещал, вас в опочивальню поведут. Что будешь делать?» Полине все больше не нравилась эта история, и она решила заступиться. «Послушайте, остряки, между прочим, Аня идет на красный диплом, и вам до нее, как до Китая ползком. Она нормальная девчонка, я ее в нашем бассейне часто вижу. У нее хорошая фигура, а волосы вообще шикарные. Я видела, когда она их сушила и расчесывала. А когда она очки снимает, у нее глаза большие, и ресницы длинные и пушистые, причем свои, и губы пухлые без всякого ботокса. А вы ее каким-то чудовищем изображаете». «Полина, никто твою Зимину еще и пальцем не тронул, а ты за нее заступаешься. Не забудь, что ты обещала молчать. И Леша не собирается ее обидеть, оскорбить и бросить. Он на ней жениться хочет, если, конечно, она согласится. А вот это решать ей самой», — остановил Полину Захар. «Тебе пора начинать осаду крепости», — напомнил Алексею Глеб. «Время-то идет». После лекций Зимина пошла в читальный зал университетской библиотеки, взяла несколько книг и стала их читать, время от времени что-то записывая. Алексей сидел за соседним столом и ждал удобного момента, чтобы обратиться к девушке. Наконец Аня отложила одну книгу и взяла следующую. Алексей встал со своего места и сел рядом с ней. «Здравствуй», — сказал он тихо. «Меня зовут Алексей». «Я тебя знаю. Ты в 45-й группе учишься». Приветливо улыбнулась Аня. «Ты извини, что я к тебе с таким вопросом, но мне Серега из вашей группы сказал, что мне только ты сможешь помочь». Леша, который хотел изобразить робость, неожиданно понял, что он по-настоящему робеет перед этой девчонкой. «И в чем же таком я могу тебе помочь?» – спросила Аня. «Меня Покровский с ведением и первой главой 3 раза выгнал. Завтра последний срок, а я так ничего и не придумал. Поможешь?» «Давай, попробую. Хотя не знаю, с чего это вдруг Сергей так меня разрекламировал», — сказала Аня. Леша положил перед девушкой папку с черновиками своей дипломной работы. Она стала читать. «У тебя такая тема интересная. А какой классный материал ты собрал? На каком-нибудь производстве был?» «Да, у отца на фирме», — ответил он, и ему стало стыдно, потому что весь материал ему подготовила сотрудница из экономического отдела отцовской фирмы. «Посмотри, ты тут немного запутался в разграничении целей и задач. Если вот эти пункты поменять местами, а задачи сформулировать немного по-другому, все сразу встанет на свои места». Аня стрелочками указала, что куда перенести. Потом аккуратным почерком вписала еще 2 пункта и, прочитав получившийся текст, сформулировала выводы к 1 главе, про которые Леша вообще забыл. «А у тебя 2 и 3 главы уже написаны?» – спросила Аня. «Да, вот они», – показал молодой человек. Девушка посмотрела название глав и сказала: «А ты не хочешь поменять их местами? Мне кажется, что это будет более логично, и выводы 3 главы послужат мостиком к заключению. Ты его еще не писал?» «Я никак начало не сдам, до заключения еще не дошел», — признался Леша. «А когда напишешь, покажешь мне? Интересно, какие выводы ты сделаешь?» «Обязательно покажу». «Аня, а у тебя есть свободное время? Я хочу тебя в кино пригласить», — спросил он. «На неделе я занята, в воскресенье иду в театр, там новая постановка, а в субботу свободно», — ответила девушка. «Отлично. Ты какие фильмы любишь?» «Разные», — улыбнулась Аня. «Тогда я сам выберу. Ты мне доверишь?» «Доверю. Но на всякий случай дай мне номер телефона. Я с тобой все-таки посоветуюсь», — попросил Леша, еще раз поблагодарил девушку за помощь и ушел. Утром перед лекциями он зашел в кабинет своего научного руководителя, чтобы сдать работу. Тот с глубоким вздохом взял папку, раскрыл ее и стал читать.
пару раз удивленно хмыкнул и посмотрел на Алексея. «Это совсем другое дело. Почему же вы с самого начала так не сделали? Отлично. Через неделю жду вас со второй главой». Леша вышел в коридор, где его ждали приятели. «Послушайте, у этой девчонки не голова, а коллайдер. Она за 15 минут сделала то, над чем я бился 1,5 месяца. Покровский только что сказал «Вау». «А как дела на любовном фронте?» – поинтересовалась Алиса. Он посмотрел на своих друзей. «Давайте так, я ухаживаю за Аней, потому что хочу, чтобы 1 июля она вышла за меня замуж. Это все помнят? То есть всех интересует результат. Смогу я уговорить ее это сделать или нет? Это тоже все помнят? Никакого промежуточного развлечения я вам не обещал. И не надо за нами ходить. Не надо меня ни о чем выспрашивать. Что вы прямо как дети? Вы же пятикурсники, а не пятиклассники». На следующий день у всего 5 курса была общая лекция. Леша по привычке забрался на галерку вместе с друзьями. Но вот в аудиторию вошла Аня и села на свое привычное место во 2-м ряду. Молодой человек почувствовал беспокойство. Он еще не видел девушку после разговора в библиотеке. «Так, ребята, я пошел», — сказал он и, взяв свои вещи, стал спускаться вниз к первым рядам. Он чувствовал себя как преступник, которого ведут к эшафоту мимо толпы людей, пришедших посмотреть на казнь. Но Леша переживал совершенно напрасно, потому что в спину ему смотрели только его друзья и несколько девушек из Аниной группы. «Здравствуй, можно я с тобой сяду?» – спросил он у Ани. «Конечно». Девушка подвинулась, освобождая ему место с краю. «Я тебя хотел еще раз поблагодарить. Покровский вчера чуть глаза не уронил. Сказал отлично, замечаний нет». «А когда тебе 2-ю главу сдавать?» – спросила Аня. «Через неделю». «Я сегодня не работаю, в бассейн пойду. Если хочешь, после занятий встретимся в библиотеке. Я посмотрю». «Конечно хочу. Я просто побоялся сам тебя попросить», – обрадовался Леша. В воскресенье Леша проснулся на удивление рано и стал вспоминать вчерашний вечер. Фильм, который они смотрели, был из серии фантастических, в которых бессмертный супергерой наказывает зло, а в конце торжествует справедливость. «Ты не любишь фантастику?» – спросил он у Ани, когда они вышли из кинотеатра. «Люблю, но не такую. Здесь главный герой всех победил, но ведь ему это ничего не стоило. Он же бессмертный. И мы за него не переживали, знали, что с ним ничего не случится. В детстве я очень любила читать книги Александра Беляева, «Голова профессора Доуля», «Остров погибших кораблей», «Ариэль». Потом лет в 16 прочитала повесть «Страна багровых туч» Стругацких и дальше не могла оторваться, пока не перечитала все их книги. Леша быстро встал, включил ноутбук и набрал в поиске «Стругацкие». Ничего себе! И она все это прочитала? Пожалуй, и не только это. Сам Лешка после школы художественных книг в руках не держал. Читал, правда, те, на основе которых сделаны популярные компьютерные игры. «Властелин колец», например. А одна из книг Стругацких, «Пикник на обочине», была ему знакома по серии игр «Сталкер». Леша нашел повесть «Страна багровых туч», начал читать, но тут к нему в комнату вошел отец. «Как у тебя дела с дипломом?» – спросил он. «Нормально, вступление и 1-ю главу сдал. На следующей неделе сдаю 2-ю главу, она у меня готова». «А как на личном фронте? Я ведь не пошутил, имей в виду». «Папа, у меня есть девушка. Про свадьбу я с ней пока еще не говорил. И знаешь, я сомневаюсь, что она понравится маме». «Главное, чтобы она тебе нравилась. Надеюсь, ты ее не на трассе подобрал?» – поинтересовался отец. «Нет,
Она учится в университете в параллельной группе. Кстати, скорее всего, получит красный диплом. Но маму может не устроить статус ее семьи. И в чем проблема? Она живет с бабушкой. Мать уехала на заработки в Москву. Отец тоже по стране мотается. Очевидно, в поисках работы. Она подрабатывает, правда, не знаю где. Девчонки говорят, что моет посуду в шоколаднице. Никакого криминала не вижу. Отличница. Вместо того, чтобы шляться по клубам, вечерами работает. Я, когда учился, тоже с ребятами ходил на станцию вагоны разгружать. И видишь, добился кое-чего. Из таких упертых, у которых нет стартового капитала, отличные специалисты получаются. Так что не упусти девушку. Я, может быть, ее к себе на работу возьму. Так, отца бабушкина внучка, похоже, устраивает, подумал Леша. Даже если мама будет против, последнее слово все равно за ним. Надо еще какой-нибудь компромат на нее нарыть. В театр она сегодня идет, ну и я туда же. В театре Алексей не был с тех пор, как учительница литературы водила их сюда смотреть пьесы Островского и Чехова. Он поднялся по широкой лестнице в фойе и стал внимательно оглядываться, пытаясь найти среди публики Аню. Прозвенел первый звонок, и зрители потянулись в зал. «Может, в антракте найду ее?» – подумал молодой человек. Вдруг кто-то окликнул его. Он повернулся и увидел Зимину. Но она выглядела совсем не так, как обычно. Темно-зеленый брючный костюм, пояс которого подчеркивал талию, туфли-лодочки на невысоком каблуке. Аня была без очков, а ее темные блестящие волосы, обычно заплетенные в косу, были рассыпаны по плечам. Она смотрела на Лешу и улыбалась. «Ты тоже решил посмотреть спектакль?» – спросила она. «Да, подумал, что давно не был в театре». «Анечка, это твой знакомый?» К ним подошла пожилая женщина в форменном костюме с программкой в руках. «Да, знакомься, Алексей, и это моя бабушка, Лилия Викторовна». «Бабушка, это Алексей, мы вместе учимся». Аня представила их друг другу. В это время прозвенел второй звонок. «Пойдемте, я посажу вас в директорскую ложу. Она свободна, и мне разрешили посадить внучку туда». Сегодня в театре давали комедию. Леша раньше ее не видел, поэтому его внимание было приковано к сцене. Но во время антракта он все же спросил Аню, почему она на занятия одевается совершенно по-другому. «Мне так удобнее. В линзах тяжело к концу дня, а в очках нет. Волосы лезут в глаза, поэтому я заплетаю косу. А джинсы, по-моему, вообще самая удобная одежда. Посмотри, у нас же большинство девушек в джинсах ходит. Все просто. Мне вот кажется, что тебе очень пойдет фрак, но ты же не будешь в нем на занятия ходить». «Нет, я вообще фрак ни разу не надевал и не знаю, как буду в нем выглядеть. А ты сегодня совсем другая, женственная, нежная», — сказал Леша. «А обычная какая?» — улыбнувшись, спросила девушка. «Строгая и серьезная, даже подойти страшно», — ответил Леша. «Но ты же подошел!» — вопросительно посмотрела на него Аня. «Но я очень боялся», — ответил он и улыбнулся. Антракт закончился, и они снова стали смотреть на сцену. А после спектакля Алексей спросил разрешения проводить Аню. «Но я ведь с бабушкой пойду», — сказала девушка. «А я вас с бабушкой и провожу». По дороге они обсуждали спектакль и до дома дошли очень быстро. Аня с бабушкой жили совсем недалеко от театра. Узнав, где сын провел вечер, отец удивился. «Дипломом всерьез занялся, Стругацких читаешь, в театр ходишь. Это на тебя так новая девушка влияет?» «Какая девушка? Почему вы мне ничего не рассказываете?» – сполошилась мама. «Потому что
рассказывать пока нечего», — ответил Леша и поднялся к себе в комнату. Почему-то ему уже не хотелось пугать маму рассказом о семье девушки. Теперь почти все выходные Алексей проводил с Аней. Они гуляли в парке, катались с горы на тюбингах, ходили на каток, в бассейн, в кино, несколько раз были в театре. Захар и Глеб продолжали приставать к Леше, желая узнать подробности их с Аней отношений, но тот молчал. Алиса раньше всех поняла, что произошло. «Парни, отстаньте от Лешки! Вы что, не видите? Человек влюбился!» «Влюбился в Зимину? Ты влюбился в Зимину?» – допытывался Захар. «А что ты имеешь против Ани?» – повернулся к нему Алексей. «Я просто думал, что у тебя вкус получше, а тут какая-то посудомойка. Рядом с шоколадницей есть офис достаточно крупной по меркам нашего города фирмы. Свет вашему дому, окна, двери, натяжные потолки. Аня уже 2 года работает там на полставки бухгалтером. А вот ты туда сумеешь устроиться?» «Да врет, наверное», – протянул Глеб. «У меня мать к ним летом ходила, ее не взяли». «Не веришь? Дело твое». «А когда свадьба?» – поинтересовался Захар. «Если Аня согласится, то 1 июля, но я еще не делал предложения», – спокойно ответил Алексей. Была последняя суббота апреля. Аня и Алексей сидели на скамейке в тихом уголке парка. «Какой теплый в этом году апрель», – сказала Аня. «В прошлом году в этот день лил дождь и дул сильный ветер». «А почему ты запомнила это?» – спросил Леша. «И это годовщина свадьбы моих родителей. Папа старается в этот день приезжать к маме. Вот и сейчас, они в Москве. Мы с бабушкой утром их уже поздравили». Алексей внимательно посмотрел на девушку. «Аня, у меня для тебя сюрприз. Закрой глаза». «А сюрприз приятный? А то мне страшно», — ответила она. «Вот сейчас и посмотрим». Алексей взял руку девушки, достал из кармана кольцо и надел ей на палец. «Ты ведь не откажешь мне? Я ведь не знал, что сегодня день свадьбы твоих родителей. Судьба уже 2-й раз показывает, что мы должны быть вместе. Пусть этот день будет праздником и для нас, день нашей помолвки. Ты согласна?» Алексей заглянул в глаза Ани. «Почему 2-й раз? А когда был 1-й?» – спросила она. «Про 1-й я тебе расскажу 2 июля», – пообещал Алексей. «Почему именно 2-го?» – поинтересовалась девушка. «Потому что 1-го будет наша свадьба, и ты от меня уже никуда не денешься». «Я согласна, только я хотела в аспирантуру поступать». «А что, замужних дам в аспирантуру не принимают?» – пошутил Алексей. Вечером после ужина Леша сообщил родителям, что завтра приведет свою невесту, Аню, чтобы они с ней познакомились. «Думаю, чтобы свадьба была именно 1 июля, нам уже пора подавать заявление», – сказал он. «Не переживай, сынок», – успокоил его отец. «Я еще зимой договорился о дате и времени регистрации. 1 июля в 12 часов дня. Я ведь тогда не шутил». «Я так и понял. Завтра мы с Аней придем к 5 часам». «Подождите», – возмутилась мать. «Может, все-таки и мне что-нибудь расскажете? Какая невеста? Какая свадьба?» «Мама, ты же слышала, что после Нового года папа велел мне искать невесту и назначил дату свадьбы. Я нашел Аню. Завтра ты с ней познакомишься. Я только попрошу не задавать ей вопросов о родителях. Они у нее есть. Сейчас оба в Москве. Ее мама там работает. Аня живет с бабушкой. Лилия Викторовна всю жизнь работала в нашем театре костюмером, а сейчас, когда вышла на пенсию, продолжает работать капельдинером. Думаю, этих сведений тебе будет достаточно». «Вообще-то, я бы хотела больше знать о девушке, которая собирается стать членом нашей семьи»,
возразила мать. «Мама, Аня очень умная девушка. Она уже 2 года работает в фирме Колесникова бухгалтером. По барам не ходит. Она адекватный человек. И в отличие от многих девушек, не жеманится и не истерит. А что касается ее родителей, то вы увидите их только на свадьбе. Они работают, и по гостям им некогда ездить. А уж пару дней, надеюсь, ты потерпишь». «Как ты разговариваешь с матерью? Сын собирается привезти в дом неизвестно кого, а я должна молчать?» Возмутилась мать. «Я просто попросил тебя завтра быть вежливой с моей невестой. Мы ведь тоже не дворянских кровей. Твоя мама, бабушка Маша, всю жизнь сельской учительницей проработала, а дед был агрономом. А тебя послушать, так мне надо жениться, по крайней мере, на принцессе. Просто, сынок, надо пару выбирать по себе. Я же о тебе беспокоюсь. В таком случае переживать должна не ты, а родители Ани. Ей мог попасться кто-нибудь и получше». Несмотря на беспокойство Алексея, визит прошел нормально. Вопросов о родителях Ани не задавали. Отец Леши интересовался, нравится ли ей работать в бухгалтерии, спрашивал о планах на будущее. С матерью Алексея они беседовали о новых постановках областного театра, и та вспоминала, какой она раньше была театралкой. Но 3 года назад несколько актеров получили приглашение в столичные театры, так что местная труппа оскудела талантами, и с тех пор я туда не хожу. Аня, слушая ее, улыбалась и не возражала. Когда Леша пошел провожать Аню, она поинтересовалась, почему он так нервничал. «У тебя нормальные родители. Понятно, что твоя мама переживает, и мои тоже переживают. Это естественно». И вот 1 июля. За 2 месяца, прошедшие до этой даты, Леша и Аня сдали госэкзамены, получили дипломы. Аня слетала на неделю в Москву и привезла оттуда свадебное платье, которое выбирала вместе с мамой. Алексей вручил своим друзьям пригласительные на свадьбу, а Захару, как вдохновителю этой истории, предложил был свидетелем. Свидетельницей у Ани будет ее двоюродная сестра, Юля, студентка 4-го курса мединститута. Так что ты, Захар, не теряйся, может, еще породнимся, пошутил Алексей. Родители Ани прилетели утром в день свадьбы, и знакомство будущих родственников произошло прямо перед дворцом бракосочетания. К родителям жениха подошла красивая и стройная женщина с модной стрижкой в элегантном костюме мятного цвета. «Здравствуйте!» Она протянула руку. «Я Елена, мама Ани». Отец Алексея приветливо улыбнулся и пожал ей руку, а мать жениха смотрела на Елену с каким-то непонятным удивлением, даже изумлением. А когда та отошла, чтобы сфотографироваться с дочерью, она спросила у мужа: «Дорогой, а ты знаешь фамилию невесты?» «Знаю. Зимина. А что?» «Как что? Ты не представляешь. Аня – это же дочь Елены Зиминой. Это та актриса, которая 3 года назад ушла из нашего театра, потому что ее пригласили в Москву. Я тебе еще тогда сказала, что теперь в наш театр можно не ходить». «А что это меняет?» – спросил ее муж. «Это же совсем другой статус. Ты знаешь, кто у нее муж? Я в интернете читала. Он какой-то академик по геологии, что-то с нефтью и газом связано». «Ты совсем помешалась на своих статусах. Успокойся. Главное, чтобы молодые были счастливы». А они были счастливы. Утром 2 июля, после того, как Алексей рассказал Ане всю историю с самого начала, она задала ему только один вопрос. «А если бы тогда в аудиторию вошла не я, а кто-нибудь другой?» Такого быть не могло. Это была судьба. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.